Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, ну а также постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц. Спасибо огромное за ваши комментарии, за ваши отзывы, пожелания, за ваше участие в жизни канала. Я сегодня к вам вот с такими ниточками, вот с такими расцветочками. Давно мы с такими ниточками не работали, но и с новым узорчиком. Новички, кто еще не работал с такими ниточками, знакомьтесь. Называются они Alize Baby Wool. Сразу же здесь рядышком цвет 41. На камеру, в принципе, передается так, как есть такая вот молодая яркая травка. Дальше по составу. Моточки находятся 50 грамм. В 50 граммах находится 175 метров. Это 40% здесь шерсть, 40% это акрил, 20% это бамбук. Очень мягкая, очень приятная пряжа, когда с ней работаете. И нам советуют здесь производители брать крючок от единички до троечки. Я данную пряжу сегодня буду вязать вот такой вот троечкой. Так. Вы точно так же подбираете под свою пряжу крючок, чтобы у вас все получилось. Пряжу вы можете брать любую, не только такую, которую показываю я. Ну что, свяжем? Итак, начну я сегодня вот с такой вот зеленой ниточки. Так. Раппорт сегодняшнего узорчика равняется 4 петельки. Давайте я наберу 7 раппортов, это 28 воздушных петелек. И получается дополнительно, вы увидите, я наберу 5 воздушных петелек, чтобы узорчик ровно красиво закончился. Итого я набираю 33 воздушные петельки, но вы в свою очередь набираете, сколько вам будет удобно. Все как всегда. В начале петелька у нас фиксации. При наборе петелек мы эту петельку не считаем. Теперь я набираю 33 воздушные петельки. Поехали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 33. Вот мой будущий образец. Далее, как в многих узорчиках, делаем вспомогательный ряд. Да? 3 петельки подъема. Раз, два, три. Отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, 4, 5. Накид. В пятую петельку аккуратненько ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2 это столбик с накидом. Накид. В следующую петельку точно так же нырнули, вытянули ниточку и провязали столбик с накидом. Наша с вами задача пройти полностью всю цепочку и в каждую петельку провязать столбик с накидом. По итогу у вас получается количество столбиков ровно столько, сколько вы набирали петелек в цепочку. То есть я набирала 33 воздушные петельки, у меня должно получиться 33 столбика с накидом. У вас, конечно, может быть свое число, больше или меньше, сколько вы набрали. Вот, и не забывайте, что первые 3 петельки подъема, да, мы считаем за столбик с накидом. То есть это тоже столбик. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 столбиков я уже провязала. Давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда встречаемся. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот наши столбики готовы, все ровненько, аккуратненько. Теперь смотрите, что мы делаем. 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот, накид. В следующий столбик аккуратненько нырнули, провязали столбик с накидом. Вот эти 2 столбика мы будем начинать и заканчивать каждый ряд 2 столбиками с накидом. Понятно, да? Дальше воздушная петелька, накид. Пропускаем 1 столбик, в следующий столбик провязываем столбик с накидом. Формируется вот такое вот окошечко. Видите? Дальше воздушная петелька, накид. Столбик пропустили, следующий столбик провязали столбик с накидом. Опять сделали окошечко. Видите? Все. И наша задача вот так вот шагать по всему ряду. Пропустили, следующий провязали столбик с накидом. И весь ряд провязываем вот такими вот окошечками. Понятно? Несложно? Вот. И вот так вот шагаете аккуратненько, не торопясь. И весь ряд окошечками. Что может быть проще? Все. Самостоятельно до конца ряда. В конце ряда встречаемся.
Так, смотрите, окошечки готовы, все ровненько, аккуратненько. Начинали мы ряд двумя столбиками с накидом, так, заканчиваем точно так же. Итак, получается, мы делаем воздушную петельку, пропускаем опять столбик, и в следующий столбик провязываем столбик с накидом, раз, и в третью петельку подъема, помните, в предыдущем ряду делали, вот в третью петельку нырнули и провязали столбик с накидом 2. Все, вот так мы наш ряд закончили. Дальше 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Поворот, накид. В следующий столбик по порядку нырнули, провязали столбик с накидом. Вот наши 2 столбика. Дальше работаем с окошечками. Первое окошечко мы пропускаем, работаем со вторым. Сразу же во второе окошечко делаем 4 столбика с накидом. Раз, сюда же 2, сюда же 3 и сюда же 4. Ну, вот такой вот мини-веерочек, да, назовем. Видите? Дальше что мы делаем? Будьте внимательны. 2 накида. Вот, возвращаемся обратно к первой стенке нашего окошечка. Вот таким вот образом спереди, видите? Перед веерочком. Захватили столбик. Вот таким вот образом. Получается столбик перед крючком. Беремся поаккуратнее, ну, поудобнее, да, чтобы нам было удобно. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2. Столбик с 2 накидами у нас как бы перечеркивает наш веерочек, видите? Вот такой вот. Дальше что мы делаем? Следующее окошко пропускаем, так, и через окошко прыгаем, провязываем точно так же 4 столбика с накидом. Раз, сюда же 2, сюда же 3 и сюда же 4. Еще один веерочек у нас получился, ну, мини-веерочек. Вот. Теперь мы должны точно так же перечеркнуть, да, зрительно, столбиком с 2 накидами. 2 накида. Вот первая стенка, вторая стенка окошечка. Мы к первой стенке идем вот таким вот образом спереди, да, захватили столбик, взялись поудобнее, вытянули ниточку и провязываем столбик с 2 накидами. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Еще у нас получается вот такой вот как бы перечеркнутый веерочек. Ну, так вот назовем. Точно так же дальше идем. Один столбик пропускаем, в следующий провязываем 4 столбика с накидом. Раз. Сюда же 2. Сюда же 3. И сюда же 4. Угу. И точно так же берем, делаем 2 накида. Возвращаемся к первой стенке нашего окошечка, захватываем столбик вот таким вот образом, беремся поудобнее, вытягиваем ниточку и провязываем столбик с 2 накидами. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Поняли, да? Все. И вот так вот шагаете до конца ряда. Не сложно? Я думаю, что не сложно. Давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, вот провязали наши веерочки. Так, с такими вот столбиками, рельеф такой формируется. И заканчиваем ряд. Опять последнее окошечко мы пропускаем, да, точно так же, как и начинали ряд. И провязываем столбик с накидом 1, столбик с накидом 2. Все, вот наши столбики, которыми мы заканчиваем ряд. Далее, смотрите внимательно. Воздушная петелька, поворот. Сюда же опять же нырнули в этот же столбик и провязали столбик без накида. В следующий столбик нырнули, провязали столбик без накида. А дальше, смотрите, провязываем 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Перепрыгиваем полностью весь наш веерочек. И вот там, где между веерочками, видите, вот в эту арочку нырнули вот так вот. И провязали столбик без накида. 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Точно так же перепрыгнули весь веерочек и вот в арочку между веерочками провязали столбик без накида. 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Опять перепрыгнули веерочек и вот между арочками, ну, между веерочками в арочку, вернее, да, провязали столбик без накида. Все. И вот так вот вы провязываете вот такие вот, видите, арочки в течение всего ряда. Несложно?
Несложно. Давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Так, вот мы провязали весь ряд. Сформировали вот такие вот небольшие арочки. И как мы заканчиваем наш ряд? Вот последняя наша арочка. Мы присоединяемся вот к нашим двум столбикам. Столбиками без накида в данном случае. Раз. И там, где у нас были 3 петельки подъема, в третью петельку тоже столбик без накида. Все, ряд наш закончен. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Поворот, накид. В следующий получается столбик, столбик с накидом. А теперь смотрите, как будем делать. 2 накида. Так, вот видите наш столбик. Вот он без накида. Вот таким вот образом захватываем столбик. Смотрите, видите, вот так вот. Наши 2 петельки вертикальные. Захватили, вытянули ниточку и провязываем столбик с 2 накидами. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Есть. А теперь возвращаемся вот в эту арочку, но возвращаемся сзади, вот за этим столбиком большим, да, сзади возвращаемся в эту арочку и провязываем в нее 4 столбика с накидом. Нырнули, вытянули ниточку, провязали первый столбик с накидом. Сюда же, в эту же арочку, нырнули, вытянули ниточку, провязали второй столбик с накидом. Сюда же третий столбик с накидом и четвертый столбик с накидом. И у нас с вами получилась точно такая же картина, которую мы провязывали вот внизу, просто немножечко наоборот, да, смотрит наш столбик большой. Видите? Как бы слева направо, да, он опускался, а тут наоборот справа налево. Дальше опять делаем 2 накида, перепрыгиваем нашу арочку там, где столбик без накида. Опять, видите, вот захватываем петельки вот таким вот образом, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки столбик с 2 накидами. Понятно? Дальше опять возвращаемся мы в эту же арочку. Вот она арочка. Вот так вот за нашим столбиком захватываем в арочку. Оп, и провязываем точно так же 4 столбика с накидом. Раз. Сюда же. 2. Сюда же. 3. И сюда же 4. Как вам? Видите, сюда смотрит, получается, столбик, а здесь в другую сторону смотрит. Опять делаем 2 накида, перепрыгиваем всю арочку вот до нашего столбика без накида предыдущего ряда. Вот таким вот образом его захватываем, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки столбик с 2 накидами. Потом возвращаемся в нашу арочку, возвращаемся, получается, за столбиком, вот таким вот образом, и провязываем 4 столбика с накидом. Я думаю, что вообще не сложно, и вы самостоятельно справитесь, потому что принцип уже узорчика понятен, да? Вот. Все, дальше ряд самостоятельно, а в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот мы довязали до конца наш ряд. И как мы заканчиваем наш ряд? Получается, вот у нас здесь точно так же 2 столбика, так? Мы их провязываем столбиками с накидом. И смотрите, вот я сейчас начну провязывать столбик, но провяжу его не до конца, а ставлю 2 петельки на крючке, потому что я хочу присоединить новый цвет. Вы можете присоединять, можете не присоединять, на ваше усмотрение, но я хочу для контраста, так скажем, сделать еще беленькую ниточку. Итак, как мы добавляем новый цвет? 2 последние петельки, так, мы провязываем новым цветом, оп, и видите, ряд получается у нас зелененький, но в процессе вязания уже есть беленькая. И дальше по узорчику 1 воздушная петелька, поворот, сюда же в верхушку этого же столбика провязываем столбик без накида. В следующий столбик точно так же провязываем столбик без накида. Далее 4 воздушные петельки, точно так же, как мы провязывали с вами до этого, будем делать арочки. 1, 2, 3, 4. Перепрыгнули весь веерочек, и вот в арочку между веерочками нырнули и провязали столбик без накида. 4 воздушные петельки, 1, 2, 3, 4. Перепрыгнули опять веерочек, вот в арочку между веерочками опять провязали столбик
без накида. И вот так вот шагаем. Раз, два, три, четыре. До конца ряда. Мы уже такой ряд с вами провязывали. Вы уже знаете его. Так. Вот, давайте провяжите самостоятельно до конца ряда. И в конце ряда встретимся. Договорились? Несложный ряд у вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали наши арочки, приготовились к веерочкам, да. Заканчиваем мы ряд точно так же, двумя столбиками. В данном случае у нас будут столбики без накида. Все, ряд наш закончен. Далее 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Опять столбик с накидом. Второй, да. И теперь мы с вами будем провязывать вот там, где мы провязывали маленький веерочек. И затем как бы его перечеркивали, да, вот так вот, столбиком слева направо. Будем повторять этот ряд. То есть вначале мы в арочку провязываем 4 столбика с накидом. Раз. Сюда же. Два. Сюда же. Три. Сюда же. 4. Теперь наша задача с вами вернуться вот к этому маленькому столбику без накида. 2 накида делаем. Аккуратненько возвращаемся вот так вот спереди. Захватываем 2 петельки. Сейчас мы аккуратненько захватим, чтобы нам было удобно. Беремся поудобнее. Вытягиваем ниточку и провязываем столбик с 2 накидами. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Поняли, да? Все. Вот наш веерочек с нашим столбиком готовы. Дальше следующий получается, следующая арочка, вот она. И в нее точно так же 4 столбика с накидом. Раз, два, три, 4. 2 накида. И вот возвращаемся опять к нашему столбику без накида. Захватываем таким образом, чтобы 2 вертикальные петельки у нас были захвачены. Аккуратненько, оп, беремся поудобнее, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2. Вот. Очередная красота. Видите? И так далее. Давайте провяжем до конца ряда, потому что вы уже умеете, да? В конце ряда встретимся. У вас получится. Так, смотрите, вот белый ряд провязали. Какая красота в итоге. Теперь смотрите, мы заканчиваем ряд 2 столбиками с накидом, да? Мы уже знаем. Дальше у нас идет 1 воздушная петелька, поворот. Сюда же мы провязываем столбик без накида. Так. И второй точно так же столбик без накида. То есть здесь все без изменений. Точно так же сейчас будем делать арочки наши, да, из воздушных петелек. Раз, два, три, 4 воздушные петельки. И между веерочками нырнули, провязали столбик без накида. Раз, два, три, 4. И между веерочками опять нырнули, провязали столбик без накида. То есть ничего сложного. Вот так вот провязывайте до конца ряда. Угу. Потому что мы уже вязали, вы уже знаете, ничего сложного. Все, встречаемся в конце ряда. Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали еще ряд, получается, с нашими вот этими арочками. Так, как мы заканчиваем ряд? Точно так же 2 столбика без накида, тут без изменений. Дальше 3 петельки подъема. Раз, два, 3. Поворот, накид. И в следующий столбик провязываем столбик с накидом. А теперь наша с вами задача повторить второй ряд. Видите, вот зелененький, который вот второй. То есть у нас будут здесь, получается, в начале столбик с 2 накидами провязываем, а потом в арочку провязываем 4 столбика с накидом. Помните, да? Итак, 2 накида. Теперь смотрите, наша с вами задача, вот там, где у нас столбик без накида, мы беремся за этот столбик, вот таким вот образом, за 2 петельки, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2. А далее возвращаемся обратно, и вот в эту арочку, которую мы, получается, пропустили, мы в нее, но за столбиком, провязываем 4 столбика с накидом. Раз, беритесь поудобнее, как вам удобно, так и провязывайте. 2, 3 и 4. Поняли, да? То есть точь-в-точь повторяем вот, так скажем, ряд именно с таким наклоном нашего столбика. Все, дальше точно так же.
Опять 2 накида. Перепрыгиваем наш веерочек вот к столбику без накида. Беремся за столбик, провязываем столбик с 2 накидами. А потом возвращаемся вот в эту арочку. И в арочку провязываем 4 столбика с накидом. Угу. Раз. 2. 3. И 4. Все. И так далее шагаете до конца ряда. Поняли, да, принцип узорчика? То есть получается, вначале у нас идут веерочки, возвращаемся с арочками. Опять веерочки, возвращаемся с арочками. Понятно? Опять веерочки, возвращаемся с арочками, веерочки, возвращаемся с арочками. Ничего сложного. Хотите одним цветом, хотите 2, 3, как угодно. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков, посмотрим, что в итоге получится. Но уже понятно, что будет красиво. Все, встречаемся через несколько рядочков. Давайте. Так, смотрите, вот я провязала еще несколько рядочков. Вот какая красота по итогу получается. Обвязала я просто столбиками с накидом. Тут вообще ничего сложного нет. То есть получается зелененький, беленький, зелененький рядочки. Видите? Вот такие вот интересные получаются рельефные, да, такие какие-то колосочки, елочки. В моем случае вот так вот тянется. Так. В вашем случае может тянуться больше, может тянуться меньше. Все зависит от того, какая у вас пряжа. Изнаночка. Ровненько, аккуратненько, не стыдно показать, да, ну и лицевая. То есть изделие будет, так скажем, ну, иметь лицевую и изнаночную сторону, то есть не двусторонний узорчик. Не забывайте, что узорчик можно поворачивать, он у вас может быть вот так смотреть, да, то есть вертикально могут быть, то есть могут быть в один цвет, да, могут быть несколько цветов. Может быть вот таким вот образом узорчик, в другую сторону, да, смотрите, у вас будут ваши столбики. Ну и точно так же вот наверх, да, будут как стрелочками наверх. То есть пробуйте, экспериментируйте, жакетики, кардиганчики обязательно, да, очень бы удлиняло вот так вот фигуру. Ну, естественно, летний вариант, значит, летние изделия, зимние, демисезонные, да, как вам? Давайте замерим нашу красоту. Итак, допустим, моя пряжа, да, моя плотность вязания, мой крючок, да, вот именно в моем случае это получается у нас 15 сантиметров. Так? То есть в вашем случае это может быть больше, может быть меньше. Обязательно перед тем, как вязать изделие, посвяжите образец именно своей рукой, своей пряжей, своим крючком. И здесь получается у нас получается раз рядочек, 2 рядочек вспомогательный, да, потом получается 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и закончила 15. 15. Так. Ну, здесь получается 10 сантиметров. То есть у нас получается рядочки, которые со столбиками без накида, они очень маленькие, да? Вот. Но узорчик все равно быстро растет, очень необычный, новенький в копилку ваших узорчиков. Ну, я не знаю, мне как бы впервые он попался такой узорчик. Возможно, вы его уже видели. Если видели, то если вязали уже что-то из него, то рассказывайте, нам будет интересно. Угу. Что вязали, из каких ниток, какое изделие, что у вас получилось. Я надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. И обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик. Следите за новинками, вам будут приходить уведомления. Делитесь с друзьями, подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.